2 триллиона галактик. Именно столько их существует в наблюдаемой Вселенной. 2 триллиона островов света, разбросанных по бесконечному океану тьмы. И в каждой из этих галактик сотни миллиардов звезд. Вокруг этих звезд вращаются планеты. Миллиарды планет, триллионы планет. Число настолько огромное, что человеческий разум просто не способен его осознать. И вот что действительно пугает. Если жизнь – это всего лишь результат химических реакций, если она возникает везде, где есть подходящие условия, то почему мы до сих пор одни? Почему космос молчит? Почему за все годы наблюдений, за все десятилетия прослушивания радиосигналов, за все миссии и исследования мы не получили ни единого ответа? Сегодня мы погрузимся в один из самых глубоких вопросов, которые когда-либо задавало себе человечество. Мы рассмотрим 3 загадки, которые не дают покоя ученым всего мира. Первое. Почему математика говорит, что инопланетяне должны существовать, но реальность это опровергает? Вторая. Какие условия действительно необходимы для возникновения жизни и насколько они редки в масштабах других галактик? И третье, самое тревожное. Что если жизнь во Вселенной существует повсюду, но что-то ее уничтожает прежде, чем она успевает достичь космических масштабов? К концу этого путешествия ты узнаешь то, что большинство людей даже не подозревают. Ты увидишь Вселенную совершенно по-новому. И, возможно, эта ночь станет для тебя бессонной. Не от страха, а от осознания того, насколько мы малы и насколько велика загадка, окружающая нас со всех сторон. Если тебя завораживают тайны космоса, если ты хочешь понять, что скрывается за пределами нашего маленького мира, подпишись на канал. Путешествие начинается прямо сейчас. Давай начнем с того, что нам известно. С официальной версии, с того, чему нас учат в школах и университетах, что мы читаем в научно-популярных книгах и видим в документальных фильмах. Жизнь на Земле возникла примерно 3,5 миллиарда лет назад. Это произошло относительно быстро по космическим меркам, всего через несколько сотен миллионов лет после формирования планеты. Первые живые организмы были простейшими, одноклеточными существами, которые медленно, на протяжении миллиардов лет, эволюционировали в то невероятное разнообразие форм, которое мы наблюдаем сегодня. Бактерии, растения, животные, люди – все это – результат непрерывного процесса естественного отбора, начавшегося в первичном океане древней Земли. Официальная наука говорит нам, если жизнь возникла здесь, она должна была возникнуть и в других местах, ведь Земля не уникальна. Мы вращаемся вокруг обычной желтой звезды средних размеров, расположенной в спокойном рукаве спиральной галактики. Ничего особенного. Таких звезд миллиарды только в нашем Млечном Пути. А галактик, подобных нашей, триллионы во всей Вселенной. Эта логика привела к созданию знаменитого уравнения Дрейка. В 1961 году американский астроном Фрэнк Дрейк предложил формулу для оценки числа развитых цивилизаций в нашей галактике. Формула учитывает скорость образования звезд, долю звезд с планетами, долю планет с подходящими условиями, вероятность возникновения жизни, вероятность развития разумной жизни, вероятность создания технологической цивилизации и среднее время существования такой цивилизации. Подставляя оптимистичные значения в это уравнение, ученые получали поразительные результаты. Десятки тысяч цивилизаций только в нашей галактике. Миллионы во всей наблюдаемой Вселенной. Космос должен буквально кишеть разумной жизнью. Межзвездные радиопередачи должны переполнять эфир. Следы инопланетных технологий должны быть видны повсюду. Но вот в чем проблема. Мы ничего не видим. Мы ничего не слышим. Космос безмолвен. С 1960 года, когда был запущен проект «Сети», программа поиска внеземного разума, мы прослушивали небо с помощью все более мощных радиотелескопов. Мы направляли антенны на тысячи звезд. Мы анализировали миллионы частот. Мы искали любые признаки искусственных сигналов. Регулярные импульсы, закодированные сообщения, просто аномалии, которые нельзя объяснить естественными процессами. Результат? Практически ничего. Был знаменитый сигнал «Вау» в 1977 году. Мощный узкополосный радиоимпульс, который так и не удалось объяснить. Он продолжался 72 секунды и больше никогда не повторился. Были другие загадочные аномалии, но ни одного подтвержденного контакта. Ни одного доказательства существования внеземной цивилизации. И это только наша галактика. Что касается других галактик, там ситуация еще более странная.
Официальная позиция науки долгое время была оптимистичной. Раз жизнь возникла на Земле, рассуждали ученые, она должна была возникнуть и в других местах. Галактики похожи друг на друга. Законы физики одинаковы везде. Химические элементы, необходимые для жизни – углерод, водород, кислород, азот – распространены повсеместно. Значит, жизнь должна быть космически обычным явлением. Эта оптимистичная картина прочно укоренилась в массовом сознании. Мы выросли на научной фантастике, где космос полон разнообразных форм жизни. Инопланетяне в фильмах и книгах – это обычное дело. Межгалактические цивилизации, звездные империи, контакты с другими мирами – все это кажется нам почти неизбежным будущим человечества. Но реальность, как выясняется, может быть совершенно иной. За последние 2 десятилетия наука накопила данные, которые серьезно подрывают этот оптимистичный взгляд. И чем больше мы узнаем о Вселенной, тем более одинокими начинаем себя чувствовать. Начнем с первого удара по оптимизму – обитаемая зона. Долгое время считалось, что главное условие для жизни – это нахождение планеты в так называемой зоне Златовласки, на правильном расстоянии от звезды, где вода может существовать в жидком состоянии. Не слишком горячо, не слишком холодно, где в самый раз. И таких планет, по оценкам, в нашей галактике миллиарды. Но потом ученые начали понимать, что этого недостаточно. Оказалось, что важно не только расстояние от звезды, но и тип самой звезды. Красные карлики, которые составляют около 75% всех звезд в галактике, оказались крайне неблагоприятными для жизни. Да, они стабильны и живут невероятно долго – триллионы лет. Но планеты в их обитаемой зоне находятся так близко к звезде, что оказываются в приливном захвате. Одна сторона планеты всегда обращена к звезде и раскалена, другая всегда отвернута и заморожена. И это еще не все. Красные карлики склонны к мощным вспышкам, которые стерилизуют поверхность близких планет потоками радиации. Второй удар – галактическая обитаемая зона. Мы привыкли думать о галактиках как о равномерно распределенных скоплениях звезд. Но это не так. Центральные области галактик – это хаос. Звезды там расположены слишком близко друг к другу. Гравитационные возмущения постоянно выбрасывают планеты с их орбит. Сверхмассивные черные дыры в центрах галактик периодически активизируются, извергая потоки смертоносного излучения, способного уничтожить жизнь на расстоянии тысяч световых лет. А на периферии галактик – другая проблема. Там слишком мало тяжелых элементов. Звезды в этих регионах формировались из первичного водорода и гелия, практически без металлов, необходимых для образования каменистых планет и сложной химии жизни. Получается, что только узкое кольцо в средней части галактики, примерно там, где находится наше Солнце, обладает условиями, потенциально пригодными для жизни. Это резко сокращает число кандидатов. Третий удар – история Земли. Чем глубже мы изучаем историю нашей собственной планеты, тем больше понимаем, насколько нам повезло. Земля – это не просто планета в обитаемой зоне, это результат невероятной цепочки совпадений. Наша Луна, например. Она образовалась в результате гигантского столкновения ранней Земли с объектом размером с Марс. Это столкновение произошло под очень специфическим углом и с очень специфической скоростью. Результатом стала необычно крупная Луна, которая стабилизирует наклон земной оси, обеспечивая устойчивость климата. Без Луны наклон оси Земли хаотически менялся бы под влиянием гравитации Юпитера и Солнца. Климат был бы настолько нестабильным, что сложная жизнь, возможно, никогда не смогла бы развиться. А Юпитер, этот газовый гигант, работает как гравитационный щит, отклоняя кометы и астероиды от внутренней части Солнечной системы. Без него частота катастрофических столкновений с Землей была бы в сотни раз выше. Динозавры вымерли от одного такого удара. Представь, если бы подобные катастрофы происходили каждые несколько миллионов лет. Магнитное поле Земли защищает нас от солнечного ветра и космического излучения. Оно генерируется жидким железным ядром планеты, которое постоянно находится в движении. Но это ядро остается жидким только благодаря специфическому составу Земли и ее внутреннему теплу. Марс когда-то имел магнитное поле, но потерял его миллиарды лет назад. Результат – солнечный ветер сдул большую часть марсианской атмосферы, превратив некогда теплый и влажный мир в холодную безжизненную пустыню. Тектоника плит – еще один фактор, который мы долго недооценивали. Движение континентальных плит
регулирует углеродный цикл, поддерживая стабильность климата на протяжении миллиардов лет. Без тектоники Земля, вероятно, превратилась бы либо в ледяной шар, либо в раскаленную Венеру. И это только начало списка. Правильный состав атмосферы. Наличие океанов определенной солености. Умеренная вулканическая активность. Отсутствие слишком близких сверхновых в нашем звездном соседстве. Стабильная орбита Солнца вокруг центра галактики, которая не проходит через опасные спиральные рукава слишком часто. Когда ты начинаешь перечислять все эти факторы, оптимизм уравнения Дрейка начинает таять. Может быть, жизнь – это не космически обычное явление. Может быть, она требует такого невероятного стечения обстоятельств, что возникает крайне редко. Но подожди. Даже если мы примем пессимистичную оценку, скажем, одна цивилизация на миллиард галактик. В наблюдаемой Вселенной с ее 2 триллионами галактик должно быть около 2000 цивилизаций. Это по-прежнему немало. И вот тут мы подходим к самому странному аспекту проблемы. Другие галактики – это не просто далекие копии Млечного Пути. Они радикально различаются по своим свойствам. И большинство из них, как выясняется, могут быть совершенно непригодны для жизни. Эллиптические галактики, составляющие значительную часть галактической популяции, это гигантские скопления старых красных звезд. Они образовались в результате слияния нескольких галактик и прошли через эпоху бурного звездообразования миллиарды лет назад. Сейчас в них почти не рождаются новые звезды. Все звезды там примерно одного возраста и постепенно умирают. Тяжелых элементов в этих галактиках достаточно, но условия для стабильных планетных систем под вопросом. Карликовые галактики, их больше всего во Вселенной, содержат слишком мало тяжелых элементов. Звездообразование там идет вяло, металличность низкая, формирование каменистых планет земного типа затруднено. Активные галактики с яркими квазарами в центрах – это настоящие машины смерти. Сверхмассивные черные дыры в их ядрах поглощают материю с такой интенсивностью, что излучают энергию, превышающую светимость сотен обычных галактик. Потоки рентгеновского и гамма-излучения простираются на тысячи световых лет, делая большую часть галактики стерильной зоной. И даже в нормальных спиральных галактиках, похожих на нашу, условия могут быть совершенно разными. Скорость звездообразования, частота сверхновых, концентрация темной материи, история слияний с другими галактиками – все это влияет на потенциал для возникновения жизни. Но реальность, возможно, еще более тревожная, чем простое отсутствие подходящих условий. Что если жизнь возникает повсюду, но не выживает? Что если во Вселенной существует какой-то универсальный барьер, который уничтожает цивилизации, прежде чем они успевают достичь межзвездного уровня? Эта идея известна как «Великий фильтр», и она имеет пугающие последствия. Если Великий фильтр находится позади нас, в прошлом, это означает, что мы уже преодолели какой-то невероятно редкий барьер. Может быть, это возникновение жизни вообще, или переход от прокариот к эукариотам, или появление многоклеточности, или развитие разума. Что-то в нашей эволюционной истории было настолько маловероятным, что большинство планет никогда не проходят через этот этап. Но если Великий фильтр находится впереди нас, в будущем, это означает нечто гораздо более зловещее. Это означает, что все цивилизации, достигающие нашего уровня развития, неизбежно уничтожают себя. Ядерная война, экологическая катастрофа, неконтролируемый искусственный интеллект или что-то, о чем мы даже не подозреваем. И вот что странно, чем больше мы ищем жизнь в других галактиках, тем меньше мы ее находим. В 2015 году группа астрономов провела масштабное исследование 100 тысяч галактик в поисках признаков развитых цивилизаций типа третьего, тех, которые способны использовать энергию целой галактики. Такие цивилизации, согласно теории, должны были бы излучать огромное количество инфракрасного тепла как побочный продукт своей деятельности. Результат поиска – ни одного кандидата. Это не значит, что жизни нет. Возможно, она есть, но не достигает таких масштабов. Возможно, цивилизации остаются локальными, привязанными к своим планетам или звездным системам. Возможно, они намеренно скрываются. Возможно, они существуют в форме, которую мы просто не можем распознать. Но все это предположение. Факт остается фактом. Мы одиноки в наблюдаемом космосе. И пока не доказано обратное, мы должны относиться к этому одиночеству серьезно. Официальная версия, что жизнь должна быть повсюду, трещит по швам под давлением новых данных. Но реальность, как мы скоро увидим, может быть еще более темной и удивительной, чем любая из наших теорий.
Чтобы понять истинные шансы на существование жизни в других галактиках, нам нужно сначала разобраться в том, что такое жизнь с точки зрения физики и химии. Не философские определения, не поэтические метафоры, а холодная, строгая наука о том, как неживая материя становится живой. И здесь нас ждет первое потрясение. Мы до сих пор не знаем, как это происходит. Да, ты правильно понял. Несмотря на все достижения молекулярной биологии, генетики, биохимии, мы не можем воспроизвести в лаборатории процесс возникновения жизни из неживой материи. Мы знаем, из чего состоят живые организмы. Мы знаем, как они функционируют. Мы можем расшифровать геномы, модифицировать ДНК, клонировать животных. Но создать жизнь с нуля из простых химических соединений – этого мы сделать не можем. Проблема называется абиогенезом, происхождением жизни из неживого. И она остается одной из величайших нерешенных загадок науки. Давай посмотрим на это внимательнее. Жизнь, какой мы ее знаем, основана на нескольких ключевых компонентах. Первый – это информационные молекулы, способные хранить и передавать генетический код. На Земле эту роль выполняют ДНК и РНК – длинные цепочки нуклеотидов, в которых закодированы инструкции по построению живого организма. Второй компонент – белки. Это рабочие лошадки-клетки, молекулярные машины, которые выполняют практически все биологические функции. Они состоят из аминокислот, соединенных в определенной последовательности. И вот в чем загвоздка. Последовательность аминокислот в белке определяется генетическим кодом в ДНК. Но для того, чтобы прочитать этот код и синтезировать белок, нужны другие белки. Это классическая проблема курицы и яйца. Что появилось раньше – ДНК или белки? Одно не может существовать без другого. Третий компонент – клеточная мембрана. Граница, отделяющая живое от неживого. Оболочка, внутри которой происходят все биохимические процессы. Без мембраны молекулы просто рассеиваются в окружающей среде. Но как могла возникнуть первая мембрана без белков, которые обычно участвуют в ее формировании? Четвертый компонент – метаболизм. Живые системы постоянно обмениваются энергией и веществом с окружающей средой. Они поглощают питательные вещества, расщепляют их, используют полученную энергию для поддержания своей структуры. Без метаболизма жизнь невозможна. Но метаболические процессы требуют сложной системы ферментов, специализированных белков, которые катализируют химические реакции. И снова мы возвращаемся к тому же вопросу. Откуда взялись первые ферменты? Ученые предложили несколько гипотез для разрешения этих парадоксов. Одна из самых влиятельных – гипотеза мира РНК. Согласно ей, первые живые системы использовали РНК в качестве универсальной молекулы и для хранения информации, и для катализа химических реакций. РНК способна на это. Существуют так называемые рибозимы – молекулы РНК, обладающие каталитической активностью. В принципе, РНК могла бы самовоспроизводиться без помощи белков. Но проблема в том, что РНК – очень сложная молекула. Каждый нуклеотид состоит из сахарорибозы, фосфатной группы и азотистого основания. Синтез этих компонентов из простых молекул в условиях ранней Земли сам по себе нетривиальная задача. А их правильное соединение в длинные цепочки еще более сложное. Эксперименты в этой области продолжаются уже несколько десятилетий. Ученым удалось синтезировать отдельные компоненты нуклеотидов в условиях, имитирующих раннюю Землю. Удалось получить короткие цепочки РНК. Удалось даже создать рибозимы, способные копировать другие молекулы РНК, правда, пока только очень короткие последовательности. Но от этих лабораторных успехов до понимания того, как жизнь возникла в природе, огромная дистанция. И вот что важно понимать. Все эти эксперименты проводятся высококвалифицированными учеными с использованием современного оборудования. Они тщательно контролируют условия, подбирают реагенты, направляют процессы в нужную сторону. В природе ничего этого нет. Там слепые химические реакции, происходящие случайным образом. Некоторые исследователи считают, что вероятность спонтанного возникновения первой самовоспроизводящейся молекулы настолько мала, что это могло произойти только один раз за всю историю Вселенной. Если это правда, то мы – результат невероятного космического выигрыша в лотерею. И жизнь во Вселенной может быть уникальной. Другие исследователи, напротив, полагают, что мы просто еще не нашли правильный путь. Что существует какой-то естественный механизм, который делает переход от химии к биологии почти неизбежным при определенных условиях. Но если такой механизм существует, мы его пока не обнаружили. А теперь давай расширим масштаб и посмотрим на проблему с точки зрения химического состава Вселенной. Жизнь на Земле построена на углероде.
Это не случайно. Углерод обладает уникальной способностью образовывать сложные и разнообразные молекулы. Он может связываться с 4 другими атомами одновременно, создавая длинные цепочки, кольца, разветвленные структуры. Никакой другой элемент не обладает такой химической гибкостью. Кремний часто называют возможной альтернативой углероду. Он тоже четырехвалентен, тоже может образовывать сложные соединения, но кремниевая химия гораздо беднее углеродной. Связи кремний-кремний менее стабильны, чем связи углерод-углерод. Кремниевые аналоги органических молекул существуют, но они менее разнообразны и менее устойчивы. Кроме того, кремний гораздо менее распространен во Вселенной, чем углерод. После водорода и гелия, которые составляют более 99% обычной материи, идут кислород, углерод, неон, железо. Кремний где-то на 8-м месте. Углерод буквально повсюду – в межзвездных облаках, в атмосферах планет, в кометах и астероидах. Органические молекулы на основе углерода обнаружены даже в космическом пространстве, в молекулярных облаках, находящихся за тысячи световых лет от Земли. Это хорошая новость для поиска жизни. Строительные блоки присутствуют повсеместно. Аминокислоты, те самые молекулы, из которых состоят белки, были найдены в метеоритах, упавших на Землю. Они образуются в космосе естественным путем, без всякого участия жизни. Но наличие строительных блоков – это только начало. Нужна еще подходящая среда, где эти блоки могут соединяться в более сложные структуры. На Земле такой средой, вероятнее всего, был жидкий океан. Вода – удивительный растворитель с уникальными свойствами. Она остается жидкой в широком диапазоне температур. Она способна растворять огромное количество различных веществ. Ее молекулы образуют водородные связи, создавая структурированную среду, в которой могут протекать сложные химические реакции. Но вода – не единственный возможный растворитель. Аммиак, метан, формамид – все они теоретически могут играть аналогичную роль. На спутнике Сатурна Титане существуют озера и моря из жидкого метана и этана. Если там есть жизнь, она будет радикально отличаться от земной, использовать другие биохимические механизмы, другие молекулы, другие источники энергии. Это подводит нас к важному вопросу. Насколько универсальна жизнь? Должна ли она везде выглядеть примерно одинаково? Или возможны совершенно альтернативные формы, которые мы даже не распознаем как жизнь? Мы не знаем ответа. У нас есть только один пример – жизнь на Земле. И все земные организмы от бактерий до человека используют одни и те же базовые механизмы – ДНК, РНК, белки, клеточные мембраны из липидов, АТФ как универсальную энергетическую валюту. Это может означать, что данный тип биохимии единственно возможный. Или это может означать, что вся земная жизнь произошла от одного общего предка, а альтернативные формы жизни, если они существовали, были вытеснены или уничтожены. Теперь давай поговорим о том, что мы знаем о планетах за пределами Солнечной системы. С 1995 года, когда была обнаружена первая экзопланета у солнцеподобной звезды, наши представления о планетных системах радикально изменились. К настоящему моменту подтверждено существование более 5500 экзопланет. И многие из них оказались совершенно не похожими на планеты Солнечной системы. Горячие Юпитеры – газовые гиганты, вращающиеся на расстоянии всего нескольких миллионов километров от своих звезд. Их год длится несколько земных суток. Температура на их поверхности достигает 1000 градусов. Как они оказались так близко к звездам – отдельная загадка. Согласно стандартным моделям формирования планет, газовые гиганты должны образовываться только во внешних, холодных областях протопланетных дисков. Суперземли – планеты с массой в несколько раз больше земной, но меньше массы Нептуна. В нашей Солнечной системе таких планет нет, но в других системах они встречаются очень часто. Некоторые из них могут иметь условия, пригодные для жизни. Но мы не знаем, как выглядит тектоника плит на планете с массой в 5 раз больше земной. Не знаем, какой будет атмосфера, какой будет климат. Планеты-океаны – гипотетический класс тел, полностью покрытых глубоким водным океаном. Никакой суши, никаких континентов. Глубина океана может достигать сотен километров. На дне – экзотические формы льда, существующие только при огромном давлении. Может ли на такой планете возникнуть жизнь? Может ли она развиться до разумной? Мы не знаем. Планеты Сиреты – странствующие миры, не привязанные ни к какой звезде, блуждающие в межзвездном пространстве.
Их, по некоторым оценкам, может быть больше, чем звезд в галактике. Без энергии звезды их поверхность должна быть заморожена. Но под ледяной коркой за счет внутреннего тепла могут существовать жидкие океаны. Жизнь там теоретически возможна, но она была бы полностью изолирована от остальной Вселенной, существуя в вечной тьме. Разнообразие экзопланет оказалось гораздо большим, чем мы ожидали, и это одновременно обнадеживает и тревожит. Обнадеживает, потому что планет много, очень много. Тревожит, потому что большинство из них кажутся крайне неподходящими для жизни, какой мы ее знаем. Но настоящая проблема – это расстояние. Ближайшая к нам звезда, Проксима Центавра, находится на расстоянии примерно 40 триллионов километров от Земли. Это около 4 световых лет. Свет, самое быстрое, что существует во Вселенной, преодолевает это расстояние за 4 года. Наши космические аппараты, движущиеся со скоростью в десятки километров в секунду, добирались бы туда десятки тысяч лет. У Проксимы Центавра есть планета – Проксима Б. Она находится в обитаемой зоне своей звезды. Ее масса близка к земной. Теоретически, там может быть жидкая вода. Теоретически, там может быть жизнь. Но мы не можем туда добраться. Мы даже не можем увидеть эту планету напрямую. Она слишком маленькая и слишком тусклая на фоне своей звезды. Все, что мы знаем о ней, это косвенные данные, полученные по колебаниям яркости и положения звезды. А что насчет других галактик? Ближайшая крупная галактика, Андромеда, находится на расстоянии 2,5 миллионов световых лет. Это примерно 23 квинтиллиона километров. Число настолько огромное, что теряет всякий смысл. Даже свет идет оттуда 2,5 миллиона лет. Когда фотоны из Андромеды достигают наших глаз, они несут информацию о том, как выглядела эта галактика во времена, когда на Земле еще не появились люди современного типа. Мы не можем различить отдельные планеты в других галактиках. Мы едва можем различить отдельные звезды. Все, что мы видим, это размытые пятна света, состоящие из сотен миллиардов звезд, слившихся в единое сияние. Как мы можем надеяться обнаружить жизнь на таких расстояниях? Современные методы поиска экзопланет, транзитный метод, метод лучевых скоростей работают только для относительно близких звезд. Для звезд в других галактиках они бесполезны. Мы можем обнаружить сверхновую в далекой галактике, потому что это чудовищный взрыв, излучающий свет триллионов солнц. Но планету размером с Землю, отражающую тусклый свет своей звезды, это за пределами наших возможностей. Единственный способ обнаружить жизнь в других галактиках – это искать ее следы в масштабах всей галактики. Если бы в какой-то галактике существовала сверхразвитая цивилизация, колонизировавшая миллиарды звездных систем, она должна была бы оставлять заметные следы. Измененный спектр излучения, аномальное инфракрасное свечение, регулярные модуляции света, что-нибудь. Но мы ничего подобного не видим. Можно возразить, может быть, сверхразвитые цивилизации не существуют, может быть, жизнь всегда остается локальной, привязанной к своей планете или звездной системе, может быть, межзвездные путешествия физически невозможны, и разумные существа никогда не покидают свои родные миры. Это возможно. Но тогда мы никогда не узнаем о существовании такой жизни. Она будет слишком далеко и слишком незаметна. Есть еще один подход – поиск биосигнатур в атмосферах экзопланет. Если на планете есть жизнь, она должна изменять состав атмосферы. На Земле, например, свободный кислород существует только благодаря фотосинтезу. Без растений и цианобактерий он бы давно связался с другими элементами и исчез. Обнаружение кислорода в атмосфере далекой планеты могло бы указывать на присутствие жизни. Но и здесь есть проблемы. Во-первых, существуют небиологические процессы, которые могут генерировать кислород. Например, ультрафиолетовое излучение, расщепляющее молекулы воды. Во-вторых, инопланетная жизнь может использовать совершенно другую биохимию, не производящую кислород. В-третьих, анализ атмосфер экзопланет на пределе возможностей современных телескопов. Мы можем это делать только для самых близких и самых благоприятных целей. Для планет в других галактиках это абсолютно недоступно. И здесь мы подходим к неприятной истине. Наша способность искать жизнь во Вселенной ограничена крошечным пузырем вокруг Солнца. Несколько тысяч световых лет максимум. Это ничтожная доля даже нашей собственной галактики, которая имеет диаметр около 100 тысяч световых лет. Что касается других галактик, мы практически слепы.
Мы можем строить теории, мы можем рассчитывать вероятности, мы можем экстраполировать данные, полученные в нашем локальном окружении, на всю Вселенную. Но это все догадки. Образованные догадки, основанные на лучших доступных знаниях. Но все же догадки. Истина в том, что вопрос о существовании жизни в других галактиках может оставаться без ответа еще очень долго. Возможно, столетия. Возможно, тысячелетия. Возможно, навсегда. И это подводит нас к странному парадоксу нашей ситуации. Мы задаем вопрос космического масштаба. Существует ли жизнь за пределами Земли? Но наши инструменты для поиска ответа ограничены крошечной областью пространства. Это как пытаться оценить население всей планеты, изучая один небольшой город. Мы можем получить какие-то данные, но они могут быть совершенно нерепрезентативны. Возможно, Солнечная система находится в нетипичном регионе галактики. Возможно, наша галактика нетипична среди галактик. Возможно, наблюдаемая Вселенная нетипична в масштабах полной Вселенной, большая часть которой скрыта за космологическим горизонтом. Мы просто не знаем. И ученые, честные ученые, признают это. Они признают, что все наши оценки вероятности внеземной жизни основаны на одном единственном примере – на нас самих. А статистика, построенная на одном примере, это не статистика. Возможно, жизнь распространена повсеместно, и мы просто еще не обнаружили ее. Возможно, жизнь крайне редка, и мы одинокий огонек в бесконечной тьме. Возможно, истина лежит где-то посередине. Наука не дает окончательного ответа. Пока не дает. Давай рассмотрим конкретные случаи. Реальные миры, которые астрономы уже обнаружили и которые могут претендовать на звание обитаемых. Система TRAPPIST-1 стала одним из самых громких открытий в истории поиска экзопланет. В 2017 году астрономы объявили об обнаружении 7 планет земного типа, вращающихся вокруг одной звезды. И не просто 7 планет. 3 из них находятся в обитаемой зоне. 3 потенциально пригодных для жизни мира в одной системе. Это было похоже на джекпот. TRAPPIST-1 – красный карлик, расположенный примерно в 40 световых годах от Земли, в созвездии Водолея. Звезда крошечная, смещебачной всего 9% массы Солнца и 12% его диаметра. Она настолько тусклая, что невидима невооруженным глазом. Но именно ее малый размер сделал возможным открытие стольких планет. Когда планета проходит на фоне маленькой звезды, она затмевает относительно большую долю ее света, и это легче обнаружить. 7 планет системы TRAPPIST-1b, C, D, E, F, G и H расположены невероятно близко к своей звезде. Даже самая дальняя из них, планета H, находится ближе к TRAPPIST-1, чем Меркурий к Солнцу. Год на планете B длится всего 1,5 земных дня. Год на планете H – около 19 дней. Вся система уместилась бы внутри орбиты Меркурия с большим запасом. Планеты E, F и G – главные кандидаты на обитаемость. Их размеры и массы близки к земным. Расчеты показывают, что на их поверхности теоретически может существовать жидкая вода. Но теория – это одно, а реальность – совсем другое. Проблема в том, что TRAPPIST-1 – крайне активная звезда. Наблюдения показали регулярные вспышки, во время которых ее яркость увеличивается в несколько раз за считанные минуты. Эти вспышки сопровождаются потоками ультрафиолетового и рентгеновского излучения, смертоносного для любой известной формы жизни. Планеты в системе TRAPPIST-1 получают такие дозы радиации, которые стерилизовали бы Землю за геологически короткий срок. Кроме того, из-за близости к звезде все 7 планет почти наверняка находятся в приливном захвате. Одна сторона каждой планеты всегда обращена к звезде, другая всегда погружена во тьму. Дневная сторона может быть раскалена до сотен градусов, ночная заморожена до -100 и ниже. Жизнь могла бы существовать только в узкой зоне терминатора, границе между светом и тьмой, где температура более умеренная. Но атмосфера на таких планетах, если она вообще есть, подвергается экстремальным нагрузкам из-за разницы температур и постоянных звездных вспышек. Так что TRAPPIST-1, несмотря на первоначальный оптимизм, вероятно, не является домом для жизни. Это красивая система, интересная для изучения, но не оазис в космической пустыне. Другой знаменитый кандидат – Кеплер-440b. Эта планета расположена примерно в 112 световых годах от Земли, в созвездии Лиры. Она вращается вокруг оранжевого карлика, звезды чуть меньше и холоднее Солнца, но гораздо более стабильные, чем красные карлики типа TRAPPIST-1. Период обращения Кеплер-440b – 112 земных дней.
Планета получает примерно 70% того количества света, которое получает Земля. Если у нее есть плотная атмосфера с парниковым эффектом, температура на поверхности может быть вполне комфортной. Масса Кеплер-442b оценивается примерно в 2,5 раза больше земной. Это так называемая суперземля, тип планет, который не встречается в нашей Солнечной системе. Мы не знаем, как выглядит поверхность такого мира. Есть ли там горы, океаны, континенты? Есть ли тектоника плит? Есть ли магнитное поле? Все эти вопросы остаются без ответа. Кеплер-442b часто называют одной из самых землеподобных планет среди известных. Но 112 световых лет – это слишком далеко для детального изучения. Мы не можем проанализировать ее атмосферу, не можем увидеть ее поверхность. Все, что мы знаем, это размер, период обращения и приблизительные условия на поверхности. Этого недостаточно, чтобы судить о ее обитаемости. Еще одна интригующая цель – LHS-11140b. Эта планета находится в 40 световых годах от Земли и вращается вокруг красного карлика, но в отличие от звезды Траппист-1, LHS-140, спокойная звезда с низкой активностью. Вспышки редки, радиационная обстановка относительно благоприятная. LHS-1640b – массивная планета примерно в 6,5 раз тяжелее Земли. При таких размерах она, скорее всего, сохранила плотную атмосферу. Наблюдения с помощью космического телескопа Джеймс Уэбб показали признаки азотной атмосферы, что было бы первым обнаружением атмосферы на каменистой планете в обитаемой зоне. Если это подтвердится, LHS-1640b станет одним из наиболее перспективных объектов для дальнейшего изучения. Но даже здесь остаются вопросы. Азотная атмосфера – это не кислородная. На ранней Земле тоже была азотная атмосфера, но она не могла поддерживать сложную жизнь. Жизни потребовались миллиарды лет, чтобы насытить атмосферу кислородом. Если на LHS и BIM-140b есть жизнь, она, вероятно, находится на примитивной стадии. Одноклеточные организмы, микробы, ничего более сложного. Теперь обратим взгляд на спутники планет-гигантов в нашей собственной Солнечной системе. Европа, спутник Юпитера, покрыта ледяной коркой толщиной в несколько километров. Под этим льдом, по данным космических аппаратов, скрывается глобальный океан жидкой воды глубиной до 100 километров. Воды в этом океане больше, чем во всех океанах Земли вместе взятых, откуда тепло, поддерживающее воду в жидком состоянии. Приливные силы. Юпитер своей чудовищной гравитацией постоянно деформирует недра Европы, и это трение генерирует тепло. Тот же механизм работает на спутнике Ио, превращая его в самое вулканически активное тело Солнечной системы. На дне океана Европы могут существовать гидротермальные источники, подводные гейзеры, извергающие горячую воду, насыщенную минералами. На Земле такие источники поддерживают богатые экосистемы, не зависящие от солнечного света. Здесь живут гигантские трубчатые черви, креветки, моллюски, питающиеся хемосинтезирующими бактериями. Если подобные условия существуют в океане Европы, там может быть жизнь. Энцелад, маленький спутник Сатурна диаметром всего 500 километров, оказался еще более интригующим объектом. Космический аппарат Кассини обнаружил гейзеры, бьющие из трещин в южном полярном регионе Энцелада. Эти гейзеры извергают в космос водяной пар, ледяные частицы и, что самое важное, органические молекулы. Метан, этан, пропан, формальдегид – все это было обнаружено в выбросах Энцелада. Под ледяной коркой Энцелада тоже скрывается океан. Меньший, чем на Европе, но, возможно, столь же интересный с точки зрения потенциала для жизни. Наличие органических молекул в гейзерах показывает, что в этом океане происходят сложные химические реакции. Жизни там пока не обнаружено, но и искали ее не очень тщательно. Титан, крупнейший спутник Сатурна, представляет собой совершенно иной мир. Его поверхность скрыта под плотной оранжевой атмосферой, состоящей в основном из азота с примесью метана. На поверхности Титана – озера и моря, но не из воды, а из жидкого метана и этана. Температура там минус 180 градусов по Цельсию. Вода в таких условиях твердая, как камень. Если на Титане есть жизнь, она должна использовать совершенно другую биохимию. Вместо воды – жидкий метан как растворитель. Вместо кислородного дыхания – какие-то экзотические метаболические пути, которые мы даже не можем себе представить. Теоретики предлагали различные модели, но пока это чистые спекуляции. Все эти примеры – Траппист-1, Кеплер-442b, LHS-11140b, Европа, Энцелад, Титан – демонстрируют одну важную вещь.
Потенциальные места для жизни существуют, их много. Но от потенциала до реальности огромная дистанция, которую мы пока не можем преодолеть. И вот здесь повествование принимает более мрачный оборот, потому что Вселенная – это не тихое и мирное место. Это арена катастроф космического масштаба. Событий настолько разрушительных, что они способны уничтожить жизнь аж на расстояниях в тысячи световых лет. Начнем с гамма-всплесков. Гамма-всплеск – это кратковременный выброс гамма-излучения, самой энергичной формы электромагнитного излучения. За несколько секунд гамма-всплеск высвобождает больше энергии, чем Солнце за все время своего существования. Это самые мощные взрывы во Вселенной после Большого взрыва. Гамма-всплески делятся на два типа. Короткие, длительностью менее 2 секунд, возникают при слиянии нейтронных звезд. Длинные – от нескольких секунд до нескольких минут, связаны с коллапсом массивных звезд в черные дыры. Оба типа чрезвычайно опасны для любой жизни, оказавшейся на пути излучения. Гамма-лучи не остановишь атмосферой. При попадании в атмосферу планеты они вызывают каскад химических реакций, разрушающих озоновый слой. Без озонового слоя поверхность планеты подвергается воздействию ультрафиолета от собственной звезды. Ультрафиолет убивает все живое на суше. Фитопланктон в океанах гибнет, пищевые цепи разрушаются, биосфера коллапсирует. Расчеты показывают, что гамма-всплеск, произошедший в нескольких тысячах световых лет от Земли и направленный в нашу сторону, мог бы вызвать массовое вымирание. Некоторые ученые предполагают, что ордовикско-силурийское вымирание, второе по масштабу в истории Земли, произошедшее около 445 миллионов лет назад, могло быть вызвано именно таким событием. Тогда погибло около 85% морских видов. Прямых доказательств нет, но гипотеза остается правдоподобной. Насколько часто происходят гамма-всплески? В наблюдаемой Вселенной ежедневно. Телескопы регистрируют в среднем около 1 гамма-всплеска в день, но большинство из них происходит в далеких галактиках, на расстояниях в миллиарды световых лет. До нас долетает лишь слабое эхо. Опасность представляют только близкие события в пределах нашей галактики или ее окрестностей. По оценкам, гамма-всплеск на опасном для Земли расстоянии происходит в среднем раз в несколько сотен миллионов лет. Это редко по человеческим меркам, но в геологической перспективе почти неизбежно. За время существования жизни на Земле планета могла пережить несколько таких событий. Теперь представь, что это значит для жизни в других галактиках. В центральных областях галактик, где звезды расположены плотнее, гамма-всплески происходят чаще. Массивные звезды, предшественники длинных гамма-всплесков, чаще встречаются там, где идет интенсивное звездообразование. Карликовые галактики, бедные тяжелыми элементами, порождают гамма-всплески даже чаще, чем крупные спиральные галактики типа Млечного Пути. Жизнь, пытающаяся развиться в таких условиях, постоянно подвергается стерилизации. Каждые несколько десятков миллионов лет – катастрофа. Биосфера уничтожается и начинает восстанавливаться с нуля. Сложные организмы не успевают эволюционировать. Разум тем более. Это одно из возможных объяснений молчания космоса. Жизнь возникает повсюду, но уничтожается прежде, чем достигает технологической стадии. Великий фильтр работает не изнутри, через самоуничтожение цивилизаций, а снаружи, через космические катастрофы. Но гамма-всплески – не единственная угроза. Сверхновые, взрывы массивных звезд в конце их жизни, тоже способны уничтожать жизнь на межзвездных расстояниях. Сверхновая высвобождает примерно 10 в 43 степени джоулей энергии, в 100 раз меньше, чем гамма-всплеск, но все равно колоссально много. Большая часть этой энергии уносится нейтрино, которые почти не взаимодействуют с материей. Но достаточно и того, что остается. Ударная волна от сверхновой несет космические лучи, заряженные частицы, разогнанные до околосветовых скоростей. Эти частицы способны достигать соседних звездных систем и бомбардировать планеты, вызывая повреждения ДНК и мутации. Потоки ультрафиолета и рентгена разрушают озоновые слои. Если сверхновая вспыхнет достаточно близко, скажем, в пределах 30 световых лет, последствия для биосферы могут быть катастрофическими. По геологическим данным, около 2,5 миллионов лет назад Земля подверглась воздействию близкой сверхновой. В донных отложениях океанов обнаружены повышенные концентрации изотопа железа-60, которые образуются только в сверхновых. Это совпадает по времени с началом плейстоценового оледенения. Возможно, связь случайна. А возможно, космическая катастрофа повлияла на климат планеты.
В нашем галактическом окружении есть звезды, которые могут взорваться как сверхновые в относительно недалеком будущем. Бетельгейзе, красный сверхгигант в созвездии Ориона, находится на расстоянии около 700 световых лет. Она нестабильна, ее яркость колеблется. Рано или поздно, через тысячи или сотни тысяч лет, она взорвется. На таком расстоянии это не представляет опасности для Земли, но будет впечатляющим зрелищем. Сверхновая будет видна даже днем и затмит полную Луну по яркости. Икей Пегаса, двойная звезда в 600 световых годах от Земли, представляет большую теоретическую угрозу. Один из компонентов системы – белый карлик, который может в будущем взорваться как сверхновая типа Ия. Если это произойдет и взрыв будет достаточно мощным, последствия для нашей биосферы могут быть серьезными. Но все это – редкие события. Сверхновые в нашей галактике происходят примерно раз в 50 лет. Большинство из них далеко от Солнечной системы. Опасные сближения случаются раз в несколько сотен миллионов лет. Проблема в том, что мы не знаем, как часто такие события происходят в других галактиках. В галактиках с активным звездообразованием сверхновые вспыхивают гораздо чаще – несколько раз в год. Для планет в таких галактиках риск стерилизации намного выше. И это подводит нас к еще одной грозной силе – сверхмассивным черным дырам. В центре каждой крупной галактики скрывается монстр – черная дыра с массой в миллионы или миллиарды солнечных масс. В нашей галактике это Стрелец А, объект с массой около 4 миллионов Солнц, расположенный в 26 тысячах световых лет от Земли. Сейчас Стрелец А относительно спокоен. Он поглощает небольшое количество межзвездного газа и излучает сравнительно мало энергии. Но так было не всегда. В прошлом, когда вокруг черной дыры было больше материи, она могла быть гораздо активнее. И в будущем, когда Млечный Путь столкнется с Андромедой примерно через 4,5 миллиарда лет, центральные черные дыры обеих галактик сольются, вызвав мощную активизацию. Активные галактические ядра, квазары, блазары, сейфертовские галактики – это примеры того, что происходит, когда сверхмассивная черная дыра активно поглощает материю. Она не может проглотить все сразу. Материя образует вращающийся аккреционный диск, разогретый трением до миллионов градусов. Часть материи выбрасывается обратно в виде релятивистских джетов, узких пучков плазмы, движущихся со скоростью, близкой к скорости света. Излучение активного галактического ядра может превосходить совокупное излучение всех звезд галактики. Рентгеновские и гамма-лучи пронизывают галактику насквозь. Джеты простираются на сотни тысяч световых лет, сметая все на своем пути. Жизнь в галактике с активным ядром находится под постоянной угрозой. Периоды активности могут длиться миллионы лет. За это время любая развивающаяся биосфера будет уничтожена. И вот что важно понимать. Большинство галактик прошли через фазу активности в своем прошлом. Квазары были гораздо более распространены в ранней Вселенной, когда галактики только формировались, и в них было много газа для питания черных дыр. Возможно, именно поэтому жизнь в большинстве галактик так и не возникла, или была уничтожена на ранних стадиях. Млечный Путь – относительно спокойная галактика. Наша сверхмассивная черная дыра дремлет. Мы находимся далеко от центра в относительно безопасном регионе. Это еще один фактор везения, о котором мы редко задумываемся. Космос – это не колыбель. Это поле битвы, где действуют силы, способные уничтожить все живое. И чем больше мы узнаем об этих силах, тем более хрупким кажется чудо нашего существования. Столкновение галактик – это процессы, которые разворачиваются на протяжении сотен миллионов лет. Для нас, существ с продолжительностью жизни в несколько десятков лет, это невообразимо долго. Но для Вселенной – обычное дело. И последствия таких столкновений для любой жизни, существующей в этих галактиках, могут быть катастрофическими. Прямо сейчас, в эту самую секунду, Млечный Путь движется навстречу галактике Андромеды со скоростью около 110 км в секунду. Через 4,5 миллиарда лет они встретятся. Две спиральные структуры, содержащие сотни миллиардов звезд каждая, начнут проникать друг в друга, переплетаться, деформироваться под действием взаимной гравитации. Что произойдет со звездами? Вопреки интуиции, прямые столкновения между ними крайне маловероятны. Расстояние между звездами настолько огромно по сравнению с их размерами, что две галактики пройдут сквозь друг друга почти беспрепятственно. Это как два роя пчел, летящих навстречу друг другу. Отдельные пчелы вряд ли столкнутся.
Но гравитационные возмущения – совсем другое дело. Орбиты звезд будут искажены. Планетные системы будут дестабилизированы. Некоторые планеты будут выброшены в межзвездное пространство, обреченные на вечное странствие во тьме. Другие будут направлены к своим звездам или, наоборот, отброшены на далекие эллиптические орбиты, где температура упадет до абсолютного нуля. Газовые облака двух галактик столкнутся напрямую. Это вызовет волну интенсивного звездообразования. Тысячи, десятки тысяч новых звезд вспыхнут в регионах, где раньше было относительно пусто. Многие из этих звезд будут массивными и короткоживущими. Через несколько миллионов лет они начнут взрываться как сверхновые, одна за другой, создавая цепную реакцию разрушения. Сверхмассивные черные дыры в центрах обеих галактик начнут сближаться. Гравитационное взаимодействие между ними будет извлекать энергию из окружающей материи. Газ, пыль, звезды – все это будет падать к центру, питая черные дыры и вызывая их активизацию. Спящий сейчас Стрелец А проснется. Ядро объединенной галактики вспыхнет как квазар, заливая пространство смертоносным излучением. Если к тому времени на Земле еще будет существовать жизнь, а это маловероятно, поскольку Солнце к тому моменту уже превратится в красного гиганта и поглотит внутренние планеты, она окажется в совершенно изменившемся мире. Ночное небо будет выглядеть иначе. Знакомые созвездия исчезнут. Новые звезды, рожденные в результате слияния, заполнят небосвод. Но столкновение Млечного Пути с Андромедой – это будущее. А что уже произошло в прошлом? Наша галактика несет на себе шрамы от прежних слияний. Карликовые галактики-спутники, Большое и Малое Магеллановые облака, карликовая галактика в Стрельце, постепенно поглощаются Млечным Путем. Их звезды растягиваются в длинные потоки, опоясывающие нашу галактику. Это каннибализм в космическом масштабе. Карликовая галактика в Стрельце уже несколько раз проходила сквозь диск Млечного Пути. Каждый такой проход вызывал гравитационные возмущения, создавая волны в распределении звезд. Некоторые исследователи предполагают, что эти возмущения могли повлиять на орбиту Солнца и, следовательно, на историю Земли. Мы буквально несем на себе следы этих космических катаклизмов. А теперь давай поговорим об объектах, которые по праву считаются самыми экстремальными во Вселенной. Магнитары – это нейтронные звезды с невообразимо мощными магнитными полями. Обычная нейтронная звезда уже является экстремальным объектом. Остаток массивной звезды после взрыва сверхновой, сжатой до размеров города, с плотностью в триллионы раз выше плотности воды. Чайная ложка вещества нейтронной звезды весила бы миллиарды тонн. Но магнитары – это нейтронные звезды, возведенные в степень безумия. Их магнитное поле достигает 10 в 15 степени Гаусс. Для сравнения, магнитное поле Земли составляет около половины Гаусса. Магнитное поле магнитара в квадриллионы раз сильнее. Такое поле способно разорвать атомы. Электронные орбитали вытягиваются в тонкие нити вдоль линий поля. Обычная химия перестает работать. Вода, углерод, кислород – все вещества, из которых состоит жизнь, распадаются на экзотические состояния материи. Магнитары нестабильны. Их кора периодически растрескивается под действием чудовищного магнитного давления, вызывая так называемые звездотрясения. Эти события сопровождаются выбросами гамма-излучения, магнитарными вспышками. 27 декабря 2004 года магнитар СГР 1806-20, расположенный примерно в 50 тысячах световых лет от Земли, произвел гигантскую вспышку. За 0,2 доли секунды он высвободил больше энергии, чем Солнце за 250 000 лет. Излучение достигло Земли и вызвало заметную ионизацию верхних слоев атмосферы, несмотря на огромное расстояние. Если бы такой магнитар находился в пределах 10 световых лет от Земли, последствия были бы катастрофическими. К счастью, ближайший известный магнитар находится достаточно далеко. Но мы не знаем всех магнитаров в галактике. Некоторые из них могут скрываться в пыли и газе, невидимые до тех пор, пока не произведут очередную вспышку. Теперь поговорим о космических лучах, невидимых пулях, которые постоянно бомбардируют нашу планету. Космические лучи – это не лучи в обычном понимании, а потоки заряженных частиц – протонов, ядер гелия, электронов, а также более тяжелых ядер. Они приходят из разных источников – от Солнца, от далеких сверхновых, от активных галактических ядер. Некоторые космические лучи обладают энергией, превышающей все, что мы можем достичь в наших ускорителях частиц. Самая энергичная частица, когда-либо зарегистрированная, так называемая частица «О боже мой», была обнаружена в 1991 году. Один единственный протон
обладал энергией в 320 эксаэлектронвольт. Эта энергия, сравнимая с энергией бейсбольного мяча, летящего со скоростью 100 км в час, сконцентрированная в одной субатомной частице. Откуда взялась такая частица, как она была разогнана до таких энергий? Мы до сих пор не знаем. Атмосфера Земли защищает нас от большинства космических лучей. Они сталкиваются с молекулами воздуха и порождают ливни вторичных частиц, которые в основном поглощаются, не достигая поверхности. Магнитное поле Земли отклоняет заряженные частицы, направляя их к полюсам. Но часть космических лучей все-таки проникает к поверхности, вызывая мутации в ДНК живых организмов. На планетах без атмосферы или с тонкой атмосферой, таких как Марс, поверхность подвергается непрерывной бомбардировке космическими лучами. Это одна из главных проблем для будущей колонизации Марса. Без серьезной защиты люди получат смертельные дозы радиации за относительно короткий срок. Но даже на Земле уровень космических лучей непостоянен. Когда Солнечная система проходит через более плотные регионы галактики. Спиральные рукава, области активного звездообразования, поток космических лучей увеличивается. Некоторые исследователи связывают периодические массовые вымирания в истории Земли с такими проходами. Доказательства косвенные, но гипотеза-то остается предметом активных исследований. Теперь отступим на шаг и посмотрим на картину в целом. Что все это означает для вероятности жизни в других галактиках? Мы видим, что Вселенная полна опасностей. Гамма-всплески, сверхновые, активные галактические ядра, магнитары, космические лучи, столкновения галактик. Список угроз впечатляет. Жизнь, пытающаяся развиться в этом хаосе, должна не только возникнуть в подходящих условиях, но и выжить достаточно долго, чтобы эволюционировать к сложности. На Земле жизнь существует уже 3,5 миллиарда лет. За это время произошло 5 крупных массовых вымираний и множество менее значительных. Каждый раз биосфера восстанавливалась, хотя и в измененной форме. Мы-то потомки выживших, тех организмов, которым повезло пережить все катастрофы. Но что если нам повезло больше, чем обитателям большинства других миров? Земля находится в относительно спокойном регионе относительно спокойной галактики. Мы достаточно далеко от центра, чтобы не подвергаться влиянию сверхмассивной черной дыры. Мы достаточно далеко от областей активного звездообразования, чтобы избегать частых сверхновых. Наша звезда стабильна и будет светить еще 5 миллиардов лет. Наша планета защищена магнитным полем и плотной атмосферой. Юпитер отклоняет кометы. Луна стабилизирует ось. Это невероятное стечение обстоятельств, и может быть оно гораздо более редкое, чем мы думали. В других галактиках условия могут быть совершенно иными. Эллиптические галактики прошли через бурное слияние, перемешавшее их содержимое. Карликовые галактики бедны элементами, необходимыми для жизни. Активные галактики регулярно стерилизуются излучением своих ядер. Даже в спиральных галактиках, похожих на нашу, большинство регионов могут быть непригодны для стабильного развития биосферы. Так что же, мы одиноки во Вселенной. Наука не может дать окончательного ответа, но она может обрисовать диапазон возможностей. На одном краю этого диапазона – Вселенная, кишащая жизнью. Жизнь возникает легко и неизбежно везде, где есть подходящие условия. Даже если эти условия редки, их достаточно много, чтобы породить миллиарды биосфер в триллионах галактик. Разумная жизнь более редкая, но тоже не уникальная. Цивилизации возникают, развиваются, возможно, погибают, но на их место приходят новые. Космос полон жизни, просто мы ее пока не обнаружили. На другом краю Вселенная почти пустая. Жизнь — это космическая случайность, невероятный выигрыш в лотерею. Она возникла на Земле благодаря стечению обстоятельств, которые больше нигде не повторились. Мы — единственные свидетели существования Вселенной. Единственные существа, способные задать вопрос: почему? И если мы погибнем, космос станет совершенно безмолвным навсегда. Между этими крайностями бесконечное множество промежуточных вариантов. Может быть, жизнь распространена, но разумная жизнь редка. Бактерии и водоросли могут населять миллиарды планет, но ни одна биосфера не достигает сложности, сравнимой с земной. Может быть, разумная жизнь возникает относительно часто, но цивилизации неизбежно уничтожают себя. Великий фильтр впереди нас, и каждая технологическая цивилизация рано или поздно изобретает нечто, что ее убивает. Ядерное оружие. Искусственный интеллект, вышедший из-под контроля. Нанотехнологии, генетические эксперименты. Мы еще не прошли этот фильтр, и наше будущее под вопросом. Может быть, развитые цивилизации существуют, но они намеренно скрываются. Это так называемая гипотеза темного леса. Вселенная – опасное место.
Любая цивилизация, обнаружившая другую, должна предполагать худшее. Лучшая стратегия выживания – молчать и прятаться. Те, кто громко заявляет о своем существовании, быстро исчезают. Мы, отправляющие радиосигналы в космос, либо безрассудны, либо слишком наивны. Может быть, мы просто не распознаем признаки инопланетной жизни. Наши представления о том, как должна выглядеть технологическая цивилизация, основаны на нашем собственном опыте. Но инопланетный разум может быть настолько чуждым, что его проявления кажутся нам природными явлениями. Может быть, какие-то из тех загадочных космических объектов, которые мы наблюдаем, на самом деле артефакты чужих технологий, которые мы принимаем за звезды или туманности. Или, может быть, мы просто слишком рано спрашиваем. Вселенной всего 13,8 миллиарда лет. Это много по человеческим меркам, но, возможно, недостаточно для развития множества разумных видов. Первые поколения звезд не имели тяжелых элементов, необходимых для каменистых планет. Ранняя Вселенная была более опасной, больше квазаров, больше гамма-всплесков, больше сверхновых. Возможно, мы – одна из первых разумных цивилизаций во Вселенной. Не потому, что жизнь редка, а потому, что время еще не пришло. Эта мысль одновременно пугает и вдохновляет. Если мы первые, на нас лежит особая ответственность. Мы – разведчики, первопроходцы, несущие факел сознания в безбрежную тьму. От нашего выживания может зависеть, будет ли Вселенная когда-нибудь осознана. Теперь давай заглянем в далекое будущее. Не на миллионы, не на миллиарды, на триллионы лет вперед. Вселенная расширяется. Галактики разбегаются друг от друга со скоростью, которая увеличивается с расстоянием. Это расширение ускоряется под действием темной энергии, загадочной силы, природа которой нам неизвестна. Через сотни миллиардов лет галактики за пределами нашей локальной группы, которая к тому времени уже сольется в единую гигантскую галактику, исчезнут за космологическим горизонтом. Свет от них не сможет нас достичь. Они будут буквально отрезаны от нашей части Вселенной навсегда. Любая цивилизация, существующая в том далеком будущем, не будет знать о существовании других галактик. Глядя на небо, они увидят только звезды своей галактики и пустоту вокруг. Они будут думать, что их галактика – вся Вселенная. И они будут неправы, но у них не будет возможности узнать об этом. Еще дальше в будущем, через триллионы лет, звезды начнут гаснуть. Запасы водорода для термоядерного синтеза иссякнут. Последние красные карлики будут тлеть триллионы лет, но в конце концов погаснут и они. Вселенная погрузится во тьму. Останутся только мертвые остатки звезд, белые карлики, медленно остывающие до температуры окружающего пространства, нейтронные звезды, вращающиеся все медленнее, черные дыры, терпеливо ожидающие своей пищи. Но даже черные дыры не вечны. Стивен Хокинг показал, что они медленно испаряются, излучая так называемое хокинговское излучение. Этот процесс невероятно медленный. Для черной дыры звездной массы он занимает времена порядка 10 в 67 степени лет. Для сравнения, возраст Вселенной сейчас около 10 в 10 степени лет. Но в конце концов даже черные дыры испарятся. Что останется? Почти ничего. Разреженное море элементарных частиц ГАО-излучения, равномерно распределенное в пространстве. Никаких структур, никаких процессов, вечное, неизменное, бессмысленное ничто. Это называется тепловой смертью Вселенной. Состояние максимальной энтропии, когда все полезные градиенты энергии исчерпаны. Вселенная достигнет термодинамического равновесия и останется в нем навсегда. Если жизнь существует где-то во Вселенной, в нашей галактике, в других галактиках, где угодно, она неизбежно закончится. Может быть, через миллиарды лет, когда погаснут звезды. Может быть, раньше, если случится какая-то катастрофа. Но финал неизбежен. Осознание этого может вызвать отчаяние. Зачем что-то делать, если в конце концов все исчезнет? Зачем строить цивилизации, создавать искусство, искать истину, любить, если через достаточно долгое время не останется никого, кто мог бы это помнить? Но можно посмотреть на это и по-другому. Именно потому, что время ограничено, каждый момент бесценен. Мы – способ, которым Вселенная осознает себя. Через нас космос смотрит на звезды и удивляется их красоте. Через нас материя задает вопросы о своем происхождении. Через нас безразличные законы физики порождают смысл, цель, любовь. Может быть, мы одиноки во Вселенной. А может, нас миллиарды, но разделенных расстояниями, которые никогда не преодолеть. В любом случае, мы несем ответственность за то чудо сознания, которое возникло на этой маленькой планете, вращающейся вокруг обычной звезды на окраине обычной галактики.
Глядя на ночное небо, ты видишь свет звезд, путешествовавший тысячи и миллионы лет, чтобы достичь твоих глаз. Некоторые из этих звезд уже мертвы. Они взорвались или погасли, пока их свет был в пути. Ты видишь призраков прошлого. А где-то там, может быть, кто-то смотрит в нашу сторону. Видит слабую желтую точку. Наше солнце. Задается теми же вопросами. Чувствует тоже одиночество. Или никто не смотрит. Космос пуст, и мы – единственные свидетели его величия. Мы не знаем ответа. Возможно, никогда не узнаем. Но сам вопрос – уже чудо. Тот факт, что во Вселенной есть существа, способные спрашивать о своем месте в ней, это, быть может, самое удивительное явление из всех. 2 триллиона галактик плывут в бесконечной пустоте. Триллионы триллионов звезд горят в безмолвии. Бесчисленные планеты вращаются в зонах, где могла бы существовать жизнь. И где-то среди всего этого – крошечный голубой шар. Единственное место во Вселенной, где мы точно знаем, что есть жизнь. Где есть кто-то, кто смотрит вверх и спрашивает: есть ли там еще кто-нибудь? Вопрос висит в тишине. Космос не отвечает. Пока не отвечает. Закрой глаза. Представь себе бесконечность пространства, простирающегося во все стороны. Галактики, как песчинки на бесконечном пляже. Звезды, как искры бесконечного костра. Планеты, как капли воды в бесконечном океане. Где-то там ответ на вопрос, который мы задаем уже тысячи лет. Может быть, мы найдем его завтра. Может быть, через 1000 лет. Может быть, никогда. Но пока мы спрашиваем, мы живы. Пока мы ищем, есть надежда. И, возможно, в этом и есть смысл нашего существования. Быть теми, кто спрашивает. Быть теми, кто смотрит в бездну и не отводит взгляд. Быть теми, кто несет огонь сознания через холодную пустоту космоса. Мы – дети звезд. Атомы в наших телах были выкованы в ядерных печах умерших солнц. Мы – способ, которым Вселенная познает себя. И пока хотя бы одно сознание существует где-то в этой бесконечности, космос не совсем пуст. Спокойной ночи. Пусть звезды охраняют твой сон. И пусть тебе приснится ответ на вопрос, который мы все задаем, глядя в ночное небо. Ответ, который, возможно, уже летит к нам через бездну пространства и времени. Нужно только подождать